Ребята, всем привет, с вами Олеся. И мы сейчас находимся в городе Бари, в центре города. Я подумала, а почему это мы с вами все время гуляем по Виа Спарана, по торговой улице возле вокзала и в старом городе. Решила, что сегодня мы с вами погуляем немножечко в другом направлении. Пойдем на набережной, пройдемся. Посмотрите, какая здесь набережная помпезная в городе Бари. Надеюсь, что вам понравится. Набережная города Бари одна из самых длинных в Европе и одна из самых красивых, конечно же. В 19 веке она начиналась от замка Фредерико II и заканчивалась на пристани Святого Антонио. Но затем, во времена Муссолини, эту набережную продлили в южном направлении и построили там на побережье правительственные учреждения, установили красивые светильники, которые теперь стали символом города Бари, и сделали широкие пешеходные дорожки, променады такие, на которых с удовольствием гуляют местные жители и туристы, и с собачками, и с детьми гуляют, встречаются там, устраивают пробежки, катаются на велосипеде. В общем, это такое достаточно посещаемое место. И здесь даже устанавливали колесо обозрения, потом его убрали, его уже сейчас нет. У меня даже где-то было видео, где я ходила, вот, каталась на этом колесе обозрения. Протяженность береговой линии в Бари – это больше 30 километров. Районы, как Санта-Спирита, Катина, Полези, Сан-Катальдо, Феско, Сан-Джероломо, Мюрат, Маданелла, Япиджа, Сан-Джорджо и Торе-Амаре. Длина обустроенной набережной, по которой можно ходить, гулять, ездить, около 15 километров. Около 15 километров с видом на Адриатику и на красивые дворцы, старый город, правительственные здания. В общем, интересная, красивая набережная. Я с удовольствием здесь нахожусь. Буду очень рада вам ее показать. Мы с вами сейчас через Виа Спарана пройдем на площадь Пьяцца Феррарези, там выйдем к театру Маргерита, театр на воде, я как-то про него упоминала в своих видео, и пойдем прямо от этого театра вдоль по этой прекрасной набережной с красивыми фонарями и дойдем до Дворца региона, там, где находится офис президента региона Апулии. На пристани Святого Антонио есть небольшой рыбацкий рынок, на котором с утра и сразу после обеда рыбаки продают свежий улов. Кефаль и другая рыба, скумбрии, устрицы, мидии, осьминоги, морские ежи, противная морская губка, которая полна йодом и мне абсолютно не нравится. Самые различные моллюски. И сразу же после этого рынка мы, получается, выходим к этой помпезной набережной. Между собой иногда итальянцы и местные называют ее набережной Муссолини, потому что, как я уже говорила, обустройство вот этой части набережной как раз проводилось во времена Муссолини. Это красивейшая набережная, этот променад называется Лунгомаре Назарио Сауро. Видите, какой здесь берег у нас, камни, вот такие огромные прямоугольные валуны, песка здесь нет, поэтому барийцы, они прямо здесь вот на этих валунах располагаются и купаются, загорают и купаются прямо вот с этих огромных валунов. Но если идти по этой набережной от театра Маргерита и в сторону юга, если долго-долго идти, то вы упретесь в бесплатный песочный пляж Пане Помодоро. Я про него много раз рассказывала на своем канале. Есть у меня видео даже отдельное про этот пляж. Из самых красивых зданий на этой набережной можно отметить дворцы, которые построили в период правления короля Умберто I, театр в стиле модерн Курсал Санта-Лючия, здание провинции Палаццо делла Провинчия, в котором находится картинная галерея Пинакотека, знаменитая гостиница Альберго делла Национе, театр Маргерита, конечно же, мол Святого Антония и форт Святого Антония. А если от театра Маргерита идти не на юг, как мы с вами сейчас гуляем, а идти в обратном направлении, на север, то тогда на этой набережной можете наткнуться на базилику Святого Николая, но она не прямо выходит на берег, она спрятана за стеной, но там есть вход, с моря можно зайти на площадь к базилике. Также по этой набережной можно дойти до большого интернационального порта, замка Кастелло Свева ди Бари и до выставки Фьера дель Леванте. А после Фьера дель Леванте там будет еще один пляж, платный песочный пляж Лидо Сан-Франческо.
Cardiofrina Ah, birra. non di quelli normali. Anche negli altri secchi ci Ну, вот такая вот набережная в городе Бари. Мы с вами прошли по самой знаменитой ее части. Надеюсь, что вам было это интересно. Кстати, я сейчас очень много снимаю видео таких прогулок без слов. Знаете, когда вот приезжаю в какой-то город и просто гуляю, снимаю и ничего не говорю. Если вам такой формат интересен, то я это все публикую на другом канале. Оставлю ссылку в конце этого видео, в конечных заставках. Можете пройти, посмотреть, как у меня это получается. Я на этом видео заканчиваю. И всех целую, всех обнимаю. Всем желаю хорошего настроения. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось гулять по набережной города Бари. Если это так, то ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Чао, чао, тути, всем пока-пока.